Почти каждый из нас хотя бы раз ловил себя на том, что не может оторваться от броского заголовка в новостях или ленте соцсетей. Это не случайность. Масс-медиа уже много десятилетий используют особые техники, чтобы мы кликнули именно туда, куда им выгодно. Еще в начале 20 века газеты в Лондоне и Нью-Йорке соревновались за каждый взгляд. Они применяли короткие кричащие фразы, обещающие сенсацию, даже если дальше следовал самый обычный текст. Например, в 20-х годах прошлого века газета New York Evening Graphic прославилась таким приемом. Они ставили самые необычные слова «шок», разоблачение, скандал в самый верх страницы. Люди реагировали инстинктивно, не вникая в детали. Эксперименты психологов в середине 20 века подтвердили, наш мозг реагирует на слова-магниты вроде «срочно», «эксклюзив», «строго секретно» быстрее, чем на обычную информацию. Сегодня журналисты и редакторы не просто используют эти слова, они строят целые заголовки на психологических триггерах. Например, добавляют вопрос, даже если новости нет. Неужели ученые нашли лекарство от старости? Почему миллиардеры прячутся от всех? В 2010-х исследование Колумбийского университета доказало, такие заголовки увеличивают вероятность перехода почти вдвое. Сейчас нейросети анализируют, на что мы чаще нажимаем, и подбирают для нас новые комбинации слов, провоцирующие чувство тревоги или интереса. В некоторых случаях даже банальные новости о погоде превращаются в ураган, который изменит вашу жизнь. Но как только мы попадаем на крючок заголовка, включается следующий, еще более тонкий механизм, который незаметно заставляет нас запоминать нужные идеи и образы. Именно о нем идет речь далее. Невидимое влияние, тайные механизмы повторения и внушения. Стоит только перейти по заманчивому заголовку, как запускается настоящий конвейер влияния. На первый взгляд текст может выглядеть нейтрально, но за ним стоит четко выверенная система повторений и намеков. В 70-х годах прошлого века исследователь Герберт Крюгер из Чикагского университета доказал, что фразы, повторяющиеся не менее 3 раз в одном материале, врезаются в память почти у 70% читателей. СМИ быстро подхватили этот прием. Даже в обычной статье про политику или здоровье ключевая мысль появляется в начале, затем в середине и снова в финале, либо в подписи к фото. Это не случайность. Человек решает, что если мысль встречается несколько раз, значит она важна. Кроме простого повторения, редакторы используют якори, знакомые образы, которые вызывают ассоциации у большинства. Например, если речь идет о кризисе, то часто показывают фото пустых полок в магазине или очередей. Даже если текст не подтверждает катастрофу, сама картинка или метафора делает нужное впечатление. В 90-х годах Американская ассоциация журналистов признала, редакторы намеренно добавляют такие визуальные крючки, чтобы эмоционально закрепить нужную идею. Радио и телевидение обратились к скрытому внушению еще в середине прошлого века. В 50-х годах в Нью-Джерси был проведен эксперимент. Фразу «пейте больше воды» незаметно вставляли в радиопередачу, повторяя ее мягко на заднем плане. Исследование показало, что уровень продаж воды в супермаркетах в этот день вырастал почти на 23% по сравнению с обычными. Позже этот прием назвали «скрытое аудиовнушение». И по сей день его используют в рекламе, новостях и популярных подкастах, только технологии стали сложнее и точнее. В интернете техники внушения становятся еще изощреннее. Например, в социальных сетях та или иная фраза о событии дублируется не только текстом, но и хэштегами, мемами, короткими видеоповторами. Алгоритмы замечают, если пользователь увидел одну и ту же фразу или картинку 3-4 раза, есть большая вероятность, что он сам начнет пересказывать ее другим. Это цепная реакция, которую запускают тысячи редакторов по всему миру. И когда мы уже уверены, что делаем выводы сами, в игру вступает еще один незаметный игрок, эксперты, к мнению которых мы привыкли доверять, но насколько самостоятельны эти специалисты и кто на самом деле выбирает их для интервью, об этом расскажет следующий эпизод. Эксперты под контролем, как нам подсовывают нужное мнение. Когда в новостях появляется эксперт с уверенным взглядом и громким титулом, большинство зрителей невольно расслабляется. Раз уж сказал профессор или заслуженный аналитик, значит можно доверять. Именно этим пользуются редакторы, приглашая специалистов не случайно. Уже в 60-х годах в Лос-Анджелесе исследование показало, если перед мнением поставить титул «доктор» или «профессор», доверие аудитории возрастает в 2 раза, даже если сам эксперт не работает по теме сюжета. В 70-е годы корпорации начали формировать собственные экспертные клубы, людей с правильной позицией, которые готовы поддержать нужную точку зрения в эфире.
В середине 80-х на телевидении в Нью-Йорке был раскрыт случай. Один и тот же финансовый аналитик за 2 недели дал 7 интервью сразу для 6 разных каналов, выступая то за, то против новых правил биржи. Позже выяснили, что его приглашали строго по договоренности с редакторами. Каждый подбирал эксперта под сценарий собственного выпуска. В эпоху интернета ситуация только обострилась. Крупные новостные сайты используют целые базы быстрых экспертов, согласных давать комментарии по заданной формуле. В 2012-м в Лондоне Times опубликовала расследование, где вычислили 8 из 10 спикеров по вопросам здравоохранения, связаны с крупными фармацевтическими компаниями или рекламными агентствами. То же происходит в технологиях и политике. Не всегда заметно, чьи интересы представляет говорящая голова в экране. Часто у таких приглашенных экспертов есть пиар-менеджеры, которые заранее согласовывают список тем, фразы и даже выражения лица. На телевидении в Америке в 2000-е годы практиковали панели экспертов, когда сразу 5-6 специалистов обсуждали сложные события. При этом их приглашали не за профессионализм, а за умение выдать нужную эмоцию. Один бывший редактор CNN рассказывал журналистам, что на каждый выпуск есть список желательных экспертов для разных сценариев. Если тема про экономический кризис, нужен паникер. Если обсуждают новые технологии – оптимист. Все для того, чтобы зритель получил не столько объективную информацию, сколько нужную редакции эмоцию. Это происходит не только на новостных каналах. Даже образовательные передачи или научные подкасты все чаще используют удобных специалистов, которые повторяют желания спонсоров. Иногда для большего эффекта мнение эксперта подают под видом случайного опрошенного, скрывая биографию, чтобы повысить доверие аудитории. Пока публика спорит в комментариях, почему одни эксперты пугают, а другие обещают светлое будущее, медиа используют еще более мощное оружие – визуальные образы, которые буквально врезаются в память. Именно о том, как с помощью изображения можно заставить людей помнить то, что выгодно редакции, вы узнаете дальше. Война изображений. Почему одни кадры прочно врезаются в память? Все начинается с одного кадра. В 90-х годах исследователь из Принстона Шон Карр доказал, человек запоминает не саму новость, а именно ту картинку, что увидел первым. Именно поэтому редакторы ежедневно устраивают настоящую войну изображений. Чтобы закрепить нужную эмоцию, они подбирают конкретную фотографию или видео, даже если сюжет о ней рассказывает вскользь. Например, во время ураганов в США телеканалы показывают одни и те же разрушенные дома на протяжении недель, даже если на другом побережье уже вышло солнце. Этот прием впервые широко использовали еще в 70-х годах на телевидении Великобритании. Кадры пустых улиц во время забастовки показывали даже тогда, когда город уже жил в обычном ритме. В новостях часто используют эффект закрепления, когда одна фотография становится символом целого события. В 21 веке именно так поступили американские издания с фотографией мальчика на берегу Эгейского моря. Ее печатали сотни газет, показывая в каждом новом выпуске, чтобы сформировать у зрителей однозначную эмоцию, жалость и тревогу. В результате большинство людей помнили не детали истории, а именно этот кадр, и были готовы поддерживать любые решения, связанные с обсуждаемой темой. Но не только фотографии, даже короткие фрагменты видео способны полностью изменить восприятие событий. В 2000-е годы исследователи из Гарвардского университета изучили реакцию на новости с разными видеорядом. Если один и тот же сюжет сопровождался сценами паники или гнева, то более половины зрителей начинали воспринимать ситуацию как опасную или тревожную, даже если текст был нейтральным. Этот эффект взяли на вооружение редакторы крупных телеканалов. В сюжетах о забастовках часто можно заметить одинаковые лица кричащих людей, хотя по факту собрания проходили мирно. В документальных фильмах и репортажах подтекст создается через тщательно подобранные детали в кадре. Например, чтобы усилить впечатление от экономического кризиса, используют фотографии опустевших зданий, старых автомобилей, длинных очередей, даже если свежие данные не подтверждают кризис. Именно из-за этого с начала 2000-х годов сотни изданий по всему миру стали использовать стоковые изображения вместо реальных фото. Такой подход позволяет подогнать визуальный ряд под любую нужную эмоцию публикации. Иногда редакторы специально дублируют одни и те же кадры на разных платформах – на телевидении, в соцсетях и заголовках сайтов. В результате один и тот же образ повторяется десятки раз в разных контекстах, закрепляя нужное впечатление у миллионов людей.
Исследования в Нью-Йорке показали, если зритель видит определенную картинку больше 5 раз за один день, вероятность того, что он будет считать ее главной правдой о событии, увеличивается в 3 раза. И пока одни зрители уверены, что картинка говорит правду, другие даже не замечают, как их поведение и отношение к событиям формируются за счет тщательно подобранных образов. Следующая глава расскажет, почему медиа не ограничиваются только изображениями и новостями. Они глубоко вмешиваются и в наше онлайн-поведение, формируя социальные привычки прямо в ленте новостей. Социальные ловушки. Как медиа формируют наше поведение в сети? Но настоящая битва за наше внимание и реакции разворачивается не только на страницах газет или в телевизоре. Сегодня именно в социальных сетях редакторы и алгоритмы экспериментируют с нашими привычками каждую секунду. В основе система социального доказательства. Как только публикация начинает набирать лайки и комментарии, ее автоматически выводят на первые позиции ленты. Исследование, проведенное в Массачусетсе в 2005-м, показало, если человек видит, что новость поддержали хотя бы сотни других пользователей, вероятность присоединиться к обсуждению увеличивается в 3,5 раза. Этим пользуются крупные новостные платформы и рекламные агентства, которые запускают начальные лайки и комментарии через фейковые аккаунты, чтобы создать видимость популярности любого материала. Алгоритмы Facebook, Twitter, Instagram и TikTok буквально подстраивают под каждого из нас отдельный поток новостей. Исследование в Стэнфорде в 2017 году выявило, что если пользователь реагировал на тревожные новости чаще 2 раз в день, система начинает предлагать ему все больше похожего контента, даже если это ограниченная или односторонняя информация. В результате формируется информационный пузырь, из которого все сложнее выбраться. Изначально подобная персонализация создавалась для увеличения времени, проведенного на сайте, но в итоге стала инструментом для продвижения нужных тем и взглядов, тренды и вирусные челленджи. Еще один способ заставить людей повторять нужные действия. Такой механизм впервые массово использовали во время запуска Ice Bucket Challenge летом 2014 года. Миллионы пользователей обливали себя холодной водой, чтобы поддержать благотворительность, даже если до этого не знали о проблеме. Крупные бренды и редакции быстро поняли силу этого эффекта и начали запускать свои собственные тренды, подталкивая людей не только комментировать, но и совершать реальные поступки под влиянием новостей. Влияние соцсетей напрямую касается даже того, как мы оцениваем друзей, соперников, публичных личностей. С помощью ранжирования и сортировки комментариев редакторы и владельцы платформ могут незаметно поднимать или опускать нужные мнения. В 2019-м Фонд цифровых инноваций в Калифорнии проанализировал 10 тысяч публичных обсуждений и доказал, в 80% случаев первые комментарии были оставлены специально обученными модераторами или ботами, чтобы задать тон всей дискуссии. Немаловажную роль играют и рекомендационные ленты, когда алгоритм подбрасывает нам похожий контент или навязывает новые привычки, от подписки на определенную группу до участия в очередном флешмобе. По данным исследования Гарвардской школы коммуникаций за 2020 более 80% пользователей хотя бы раз делали репост или лайк по инерции, после того, как видели этот же контент у знакомых. Благодаря этим хитроумным ловушкам онлайн-платформы не только заставляют нас задерживаться на сайте, но и формируют новые нормы. Что считать популярным, что одобрять, а кого отменять. При этом каждый шаг пользователя становится частью большого эксперимента медиакомпаний, которые настраивают поведение аудитории под собственные цели. Но все это лишь часть массивного механизма воздействия. Сегодня медиа научились не просто менять привычки в обычные дни, но и запускать настоящие волны паники и тревоги, когда им это выгодно. Как возникает массовый страх и почему даже самые невероятные слухи разлетаются по всему миру. Об этом пойдет речь далее. Новостная фабрика страхов. Откуда берутся массовые паники и тревоги? Паника в новостях почти никогда не возникает случайно. За каждым внезапным массовым беспокойством стоит четкая схема, уже неоднократно проверенная на практике. Еще в середине 20 века в Америке СМИ массово тиражировали сообщения о загадочной болезни в одном из городов штата Нью-Мексико. Утром вышла первая статья о 10 заболевших. В полдень вышли десятки новых заметок с ужасающими подробностями. К вечеру весь город стоял в пробках. Люди уезжали из страха.
Расследование спустя неделю показало, общее количество заболевших не превышало обычное сезонное число, но паника уже распространилась на соседние штаты. В 80-х похожий сценарий повторился во Франции, когда местная газета в Лионе выпустила материал о неизвестной угрозе в местной воде. Новость сразу подхватили радиостанции, затем вышли телевизионные репортажи с пустыми полками в магазинах и встревоженными горожанами. Всего за 12 часов начались массовые закупки бутилированной воды на сотни тысяч долларов, а через 2 суток выяснилось, что анализы воды не фиксировали никаких отклонений. Современные платформы только увеличивают размах. В 2019-м по всему миру разошлись слухи о новом вирусе в Америке. Первыми их запустили небольшие блоги, затем подхватили крупные агрегаторы, и уже через 3 дня поисковые запросы о симптомах выросли в 7 раз. Новостные сайты активно использовали живые ленты, обновляя сообщения каждую четверть часа, даже если новых данных не было. Психологи называют этот прием информационной лавиной. Когда одно и то же предупреждение повторяется в разных форматах, мозг перестает различать, что из этого подтверждено, а что является слухом. Массовые тревоги не возникают сами по себе, их специально усиливают через подбор героев и жертв. Пример тому – публикации о нападениях клоунов в 2016 в США. Сначала появилось короткое видео в Facebook, на следующее утро местные новостные каналы показали интервью с очевидцем. Потом в городском паблике появились десятки комментариев со ссылками на друзей, якобы ставших свидетелями. Хотя полиция не зафиксировала ни одного подтвержденного случая, за неделю в стране выросли продажи перцовых баллончиков и замков для дверей. Страх распространяется и через образы. Если новости сопровождаются кадрами скорой помощи, крупным планом тревожных лиц или очередями за продуктами, зритель воспринимает угрозу как реальную и немедленную. Уже в начале 2000-х годов редакторы крупнейших телеканалов Америки признавали, что подбор героических спасателей или пострадавших семей помогает повысить просмотры в 1,5 раза. Особую роль играет выбор цифр и сравнений. Если одна и та же статистика звучит с разных экранов, аудитория начинает считать опасность массовой. Например, при австралийских лесных пожарах в 2019-м ведущие каналов называли разные числа пострадавших, но всегда делали акцент на словах «рекорд», «беспрецедентно» и «катастрофа», даже когда реальные масштабы события были меньше, чем годом ранее. Через эти простые, но эффективные приемы медиа за считанные часы могут превратить локальное событие в всемирную тревогу, наводнив эфир и ленты соцсетей нужными эмоциями и кадрами. И пока кто-то бросается скупать продукты или звонить родственникам, крупные корпорации и редакции уже просчитывают, как завтра переключить внимание на новую горячую тему. Но на этом развитие техник не останавливается. Сегодня появляется все больше сложных инструментов, которые будут манипулировать массовым восприятием еще тоньше и незаметнее. Какие именно методы готовят ведущие корпорации прямо сейчас, вы узнаете в следующей главе «Манипуляции будущего». Какие техники готовят ведущие корпорации сейчас? И вот, когда кажется, что все приемы уже разоблачены, медиагиганты делают ставку на совершенно новые технологии. Корпорации инвестируют миллиарды долларов в разработку искусственного интеллекта, который способен не просто анализировать клики, а предсказывать реакции каждого пользователя. Уже к началу 21 века Facebook и Google запустили системы, которые считывают эмоциональную окраску публикаций, определяя по сотням признаков, какую новость показать именно вам, чтобы вызвать нужную эмоцию – радость, тревогу или желание срочно поделиться материалом. Такие алгоритмы не просто строят ленту, они экспериментируют в реальном времени. Если пользователь задержался на тревожной новости больше 7 секунд, система начинает подбирать все более похожий контент. В последние годы активно развиваются глубокие подделки. Deepfakes. В 2022 году новостные сайты Великобритании впервые сделали видеосюжеты, где политики произносили слова, которых никогда не говорили. В Америке телестанции уже тестируют искусственно созданных ведущих. Китайские корпорации Alibaba и Baidu обучают нейросети генерировать видеоновости, которые выглядят совершенно правдоподобно. Человек отличит подделку только с помощью специальных программ. Такие технологии позволяют не просто распространять фейковые высказывания, а полностью переписывать события и создавать альтернативные версии реальности за считанные минуты. Еще один тренд – персонализированные новостные диалоги. В США и Южной Корее крупнейшие платформы тестируют чат-ботов, которые могут подстраиваться под стиль общения пользователя и незаметно подталкивать к нужным выводам во время разговора.
Уже сейчас некоторые банки и страховые компании внедряют рекомендательные сервисы, где совет по инвестициям или покупке страховки выглядит как дружеская переписка с реальным человеком, хотя на самом деле за этим стоит обученный алгоритм. Медиакомпании экспериментируют с расширенной реальностью. В Нью-Йорке весной 2023 года мобильные приложения крупных изданий начали внедрять новостные AR-эффекты. Например, можно навести камеру телефона на улицу и увидеть дополненную сцену, как будто рядом проходят протестующие или происходит стихийное бедствие. Такие сюжеты выглядят максимально убедительно, и зритель оказывается буквально внутри вымышленной истории. Особое направление – эмоциональное программирование через музыку и звук. В Японии радиостанции используют ИИ для подбора звуковых дорожек к новостям, чтобы усилить тревогу или расслабить аудиторию. В Америке уже тестируются персональные подкасты с учетом личных страхов и симпатий. Если слушателю нравится стиль расследования, алгоритм будет постепенно добавлять все больше тревожных нот даже в обычные истории. Разрабатываются и масштабные сетевые эксперименты. В 2021 году в Европе ведущие издательства запустили проект. Одни и те же новости публиковались с разными заголовками, картинками и комментариями для разных регионов. Итог – реакция аудитории отличалась в разы, а ключевой посыл оставался прежним. Это позволило точно калибровать влияние публикации буквально под каждого жителя города. Корпорации делают ставку и на скрытые формы рекламы. Уже внедряются нативные новости, когда материал написан как обычная журналистика, но содержит заказные бренды или мнения. В 2000-е годы только в США количество таких скрытых публикаций выросло в 6 раз. Все это лишь начало эры, когда каждая эмоция, клик и даже выражение лица перед камерой будут становиться частью новой схемы массового управления вниманием и поведением. Будущее медиа уже на пороге. Теперь не только журналисты и редакторы, а сложные алгоритмы и искусственный интеллект решают, что нам чувствовать, обсуждать и покупать завтра.